Привет, друзья! В этом видео я проведу тесты сверхъемких призматических литий-NMC элементов CATL на 200 Ах. Если верить заводским характеристикам, то удельная энергоемкость элемента составляет 231 Вт-час на килограмм. Это очень хороший показатель. Ранее на канале я уже тестировал элементы CATL на 150 Ах. Их энергоемкость 213 Вт-час на килограмм. То есть у этих элементов энергоемкость выше. Из элементов на 150 Ах я собирал мощный аккумулятор на 48 вольт 150 Ах для вилочного погрузчика. Ссылки на видео с тестами элементов и по сборке аккумулятора для вилочного погрузчика я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Если не видели, обязательно посмотрите. Подобные призматические элементы в 2020 и 2021 году устанавливаются в автомобиле Tesla, поэтому скоро на рынке их будет очень много появляться. Компания CATL – это мировой лидер по производству литиевых аккумуляторов различных типа размеров и химических составов. Их доля на мировом рынке аккумуляторов 30%. Как вы уже поняли, они сотрудничают по части аккумуляторных батарей с такими известными компаниями, как Tesla, а также Volkswagen и китайский Geely. Кстати говоря, летом 2021 года компания CATL анонсировала массовое производство натрий-ионных аккумуляторов. Старт их поставок намечен на 2023 год. У этих элементов катод выполнен из никеля, он дешевле, так как его больше в природе. Удельная энергоемкость этих элементов в первом поколении будет 160 Вт-час на килограмм. Это, конечно же, не выдающийся показатель, но во втором поколении они обещают увеличить удельную энергоемкость до 200 Вт-час на килограмм. И это уже сравнимо с литий-ион и литий-NMC элементами. Для сравнения, у литий-ион и литий-NMC элементов удельная энергоемкость составляет от 200 до 260 Вт-час на килограмм. Но натрий-ионные элементы CATL имеют преимущество перед литий-ион и литий-NMC элементами. Во-первых, они будут дешевле. Во-вторых, они термически стабильны, то есть безопасны. В-третьих, они заряжаются за 15 минут до 80% при температуре 25 градусов. И самое главное, четвертое, сохраняют более 90% емкости при температуре в минус 20 градусов по Цельсию. Это очень серьезное преимущество перед другими литиевыми батареями, кроме литий-титаната. Как вы знаете, литий-титанат может и заряжаться при минус 40 градусах без проблем. Компания CATL решила поступить хитро и сделать батареи на основе литиевых и натриевых элементов. Имея надежную и умную систему управления BMS, можно будет добиться наилучшей производительности. Литиевая часть такой батареи даст достойную емкость, а натриевая часть даст возможность использовать батарею в морозы. Также компания CATL еще в июне 2020 года заявила о завершении разработки аккумулятора с ресурсом 2 миллиона километров или длительностью эксплуатации до 16 лет. Это вообще просто бомбическая новость. Главное, чтобы они сдержали это обещание. Первая партия таких батарей поступит на китайскую фабрику Tesla. Состав и характеристики пока мне неизвестны. Не знаю, вышло у них что-то или нет, ведь как раз в это время начались известные события в мире. Если вы что-то знаете по разработке новых элементов питания, желательно не слухи, а факты, особенно от таких авторитетных компаниях, как CATL и других, пишите в комментариях. Я буду рад пообщаться. Характеристики этих элементов, которые заявляет производитель, следующие. Номинальная емкость элемента 200 Ах, внутреннее сопротивление 0,4 миллиома, диапазон рабочих напряжений от 2,75 вольта до 4,2 вольта, номинальное напряжение 3,7 вольта. Номинальный вес элемента 3,2 кг. Размеры элемента. Длина 148 мм, ширина 86 мм и высота 106 мм. Ток заряда элементов 0,5 С, то есть 100 А. Ток разряда 3 С, то есть 600 А. Количество циклов при 100% глубине разряда 1500. Но я всегда стараюсь проверять характеристики элементов. Начну с размеров. Длина 149 мм, ширина 87 мм, высота без вывода 114 мм, высота с выводом 117 мм. Теперь нужно обязательно взвесить элементы. 3202 грамма, 3,2 килограмма, грубо говоря. 3206,5 грамм,
3190 грамм. 3200,6 грамм. Вот этот вот элемент имеет минимальный вес 3190 грамм. Подпишу это значение. В дальнейшем это пригодится для того, чтобы отобрать худший элемент для замера емкости. Теперь измерю внутреннее сопротивление элементов. Сопротивление щупов равно нулю. Сопротивление первого элемента 0,4 миллиома. Подпишу сразу. Сопротивление второго элемента 0,4 миллиома. Сопротивление третьего элемента 0,38 миллиома. И сопротивление четвертого элемента 0,38 миллиома. Два элемента по 0,4 миллиома и два элемента по 0,38 миллиома. Я считаю, что это погрешность прибора, либо здесь на контактах. Это в пределах допустимого, поэтому выберу в качестве наихудшего элемента вот этот элемент, потому что его масса на 10 грамм меньше, чем остальных. Для следующего теста замера емкости нужно припаять провода к элементу. Сейчас припаяю и подключу к зарядному устройству. Как всегда, чтобы припаять провода к элементу, буду использовать кислотный флюс и мощный 200-ваттный паяльник. Теперь подключу его к зарядному устройству. Как вы видите, элементы пришли заряженными не на 50%, как это обычно бывает, а практически по полной заряжены. Почти 4 вольта. Сейчас я заряжу на 100%. Ток заряда 40 ампер. Когда он будет разряжен на 50%, я измерю внутреннее сопротивление и можно будет сравнить. Пишите в комментариях, как вы считаете, будет ли отличаться внутреннее сопротивление при 100% заряде, при 50% заряде и когда элемент будет полностью разряжен. Буду рад пообщаться с вами в комментариях. Все, оставлю, пусть заряжается. Элемент зарядился, залилось в него 41 010 мАч. Измерю внутреннее сопротивление элемента. Изменилось ли оно? Сопротивление щупов практически равно нулю. Сопротивление заряженного элемента 0,4 миллиома. Ну как раз, это погрешность прибора. 0,38 было, стало 0,4. Сопротивление щупов как раз было 0,02. По сути он всего лишь на 1/5 часть зарядился, поэтому даже если могло измениться сопротивление, то 1/5 часть от емкости, я думаю, там не будет заметно изменение сопротивления. Разряжать элемент буду током 40 ампер, это максимальный возможный ток для этого зарядного устройства. Разряжать буду в режиме регенеративного разряда. При таком способе энергия от разряжаемого аккумулятора идет на вход зарядного устройства. Поэтому ее не приходится рассеивать на тепло и можно тестировать элементы большим током, что в данном случае очень актуально. Это сильно сократит время разряда и время тестирования, потому что емкость элемента довольно большая. Для этого зарядное устройство нужно запитать не от блока питания, как я обычно делаю. Вот сейчас питается от такого блока питания на 300 Вт 24 вольта. Нужно будет запитать от специально подготовленного емкого аккумулятора. Этот аккумулятор будет способен частично потребить энергию из этого элемента. А ведь ее в нем немало, аж целых 740 Вт-час. Питающий аккумулятор был подготовлен. Я его специально почти полностью разрядил, чтобы он смог потребить максимум энергии из разряжаемого элемента. В питающем аккумуляторе 4 литий-NMC элемента по 30 Ампер-час. Можно рассчитать, какую он может запасти энергию. Для этого я умножу среднее напряжение одного из элементов на 4 штуки. Ведь их здесь последовательно подключено 4. Получаю 14,8, затем умножаю 14,8 на емкость 30 Ампер-час. И получаю ту самую энергию 444 Вт-час. А в разряжаемом элементе ее 740 Вт-час. Получается, что питающий аккумулятор не сможет потребить всю энергию от разряжаемого элемента. Поэтому я подключу параллельно питающему аккумулятору вот этому 2 автомобильные лампы. Лишняя энергия от элемента уйдет как раз в лампы. Отключаю от блока питания зарядное устройство. Как раз видно 23,9 вольта. И подключаю к аккумулятору. 13,3 вольта питающее напряжение.
Аккумулятор практически разряжен. Я не знаю, стоит ли так заморачиваться, полностью так подробно все показывать. Пишите мне в комментариях, интересно ли вам это или не интересно. Сейчас на элементах 13,3, 13,3, 13,3 вольта. Практически разряжено. Я сделал так, чтобы BMS не отключалась. Я сначала разрядил полностью аккумулятор и потом залил в него еще 800 мАч на всякий случай, чтобы пока эти все манипуляции здесь буду делать, чтобы все это не отключилось. Если объяснение подобных манипуляций вам интересно, то обязательно пишите в комментариях, я буду рад пообщаться. Лампы к аккумулятору я подключу после того, как начнется разряд. Просто накину 2 крокодила. И чтобы этот свет не мешал здесь съемочному процессу, то аккумулятор мне придется убрать отсюда под стол. Я надеюсь, это все вам интересно. И для тех, кому очень сильно интересно, я поясню, как включается регенеративный режим в этом зарядном устройстве. Вот здесь мы заходим в режим источника питания. Обычно, когда я питаю от блока питания, я включаю вот эту функцию. Здесь у меня ограничение стоит по току 11,5 ампер, чтобы не перегружать блок питания. Когда используется регенеративный режим разряда, либо мы питаем зарядное устройство в степи, чтобы заряжать от автомобильного аккумулятора литий-ионные аккумуляторы для RC моделей, то нужно выбрать источник питания батарея. И в ее настройках есть минимальное напряжение на батарее, чтобы глубоко не разрядить свинцовый аккумулятор и иметь возможность потом запустить двигатель. Да, мы ставим ограничение по минимальному напряжению, чтобы свинцовый аккумулятор не разрядился. Также можно выставить ограничение по току. И дальше, что касается регенеративного разряда. Первый пункт: здесь выставляется максимальное напряжение на батарее, которое питает зарядное устройство. Максимальный ток, который можно в нее, так скажем, заливать. И здесь также можно установить ограничение по емкости, чтобы больше, чем нужно, в нее не залить. Здесь, по сути, все. Можно сохранить и выйти. Дальше я захожу в режим зарядного устройства, выбираю разряд и нажимаю вот эту кнопочку. Перемещаюсь на разряд. И тут нужно выбрать регенеративный режим на вход. То есть энергия будет с элемента посылаться на вход зарядного устройства. Также можно выбрать на канал, то есть с одного канала на другой. Ну и выключено. Также расскажу по функции, если выбирать разряд с одного канала на другой. Здесь становится доступна вот эта менюшка. Захожу сюда. И здесь можно выбрать, что будет подключено на канале, который будет потреблять энергию. Первый пункт в меню, который можно выбрать, это сопротивление либо лампа. То есть мы можем подключить на второй канал зарядное устройство, какое-то сопротивление, которое будет разогреваться, поглощая энергию, либо лампу. И второй режим. Это мы можем подключить просто батарею и заряжать ее. Когда выбран режим сопротивления либо лампы, здесь можно выбирать напряжение, чтобы не спалить эту лампу, либо не перегреть резистор, ну и ток ограничить тоже. Основные все ограничения можно здесь задать, очень удобно. Но сейчас я выберу на вход зарядного устройства. Все, сохраняю, выбираю разряд, ток 40 ампер до 2,75 вольта, погнали. Идет проверка. Сейчас спрашивает, 1 или 2 элемента подключены. Я выбираю 1. Запустить ли регенеративный режим? Да или нет? Я выбираю да. Все, здесь показывается иконочка регенеративного режима. Этот элемент разряжается. И напряжение на аккумуляторе, питающем зарядное устройство, начинает расти, естественно. И ток пошел в минус. Вообще, чем мне нравятся такие зарядные устройства, ну где еще такие функции есть? Тут все на одном экране тебе полностью. Он считает и ампер-часы, и ток входной показывает, и напряжение. И здесь все показывает. Это просто бомба. И кто мне говорит, что это зарядное устройство не стоит своих $400? Ну да, может быть цена немножко завышена, но когда ты используешь это все по максимуму, тестируешь много, как я считаю, что это зарядное устройство стоит своих денег. Все, сейчас подключу лампы параллельно аккумулятору, который питает эту зарядку. Включаю ускоренный режим. Итак, половина емкости израсходована с аккумулятора. И пришло время измерить внутреннее сопротивление элемента.
Сопротивление щупов равно нулю. Сопротивление элементов средней точки. Ну да, зарядка в рабочем режиме привносит жуткие помехи прибору. И поэтому точно измерить внутреннее сопротивление не получится. Но я думаю, что оно около 0,4 миллиом. Не изменилось. Ладно, измерю его, когда элемент полностью разрядится. Так, элемент разрядился. Что-то прям огорчает меня его емкость, которую он отдал, 178 ампер-час вместо 200. Очень интересно. Измерю внутреннее сопротивление элемента. Сопротивление щупов практически равно нулю. Сопротивление элемента в разряженном виде, можно сказать, не изменилось. Также, грубо говоря, 0,4 миллиома. Сейчас я возьму еще один элемент. Но это уже я снимать не буду. На ночь поставлю его на заряд и затем разряжу. Возьму один из тех, у которого 0,4 миллиома внутреннее сопротивление. Сейчас припаяю к нему также провода, поставлю на заряд и разряжу. Еще один элемент подключил с сопротивлением 0,4 миллиома. Интересно, вот есть ли у него возможность у зарядки в таком режиме сделать цикл? Мне оставить это все на ночь, и оно автоматически все зарядилось и разрядилось. Заодно и проверю, работает ли оно так или нет. В обычном-то режиме все работает. Когда стоит не регенеративный разряд, то все работает без проблем. Цикловать можно, а вот в таком режиме будет ли работать? Так, заряд 40 ампер, разряд 40 ампер. Погнали. Да, видимо, будет работать. Он спрашивает. Разряд в регенеративном режиме? Да, либо нет? Да. Отлично. Прям круто. Можно будет так теперь тестировать элементы. Плюсы есть. Я снял видео, показал вам, как пользоваться в этом зарядном устройстве регенеративным режимом. И сам немножко в нем разобрался, кое-какие режимы, будут ли работать или нет. Все, оставляю, покажу уже конечный результат. Итак, второй элемент разрядился. Отдал он 172,9 ампер-часа. Чуть больше, потому что я поставил отключение при 2 амперах. Первый разряжался, отключение произошло при 4 амперах. Поэтому при разряде второго элемента замер более точен. 172,9 ампер-часа. Это меньше, чем заявлено. Да довольно печально, конечно, что не 200 ампер-час. Но в любом случае эти элементы выглядят так, как будто бы где-то уже стояли. Это неудивительно, что китайцы их снимают откуда-то. Ну и цена, естественно, $80 за такой элемент. Это очень вкусная цена. Если использовать их как накопители энергии, да и в электротранспорте они еще очень хорошо поработают. Ведь если посчитать энергоемкость, для этого я умножу отданную емкость в 170 ампер-час на 3,7 вольта, средняя точка по напряжению, и поделю на вес 3,2 килограмма, и получу удельную энергоемкость 196,5 ватт-час на килограмм. Это довольно неплохой результат, но я, конечно, хотел бы побольше. Для литий-NMC элементов это не самый выдающийся результат, но с учетом того, что они, скорее всего, где-то уже поработали, это довольно неплохо. Эти элементы будут хороши в солнечной энергетике, думаю, в каком-либо большом транспортном средстве тоже можно использовать. Там, где нужно собрать большой аккумулятор, потому что из таких элементов собирать гораздо проще, чем, допустим, из элементов 21700. Это же сколько нужно сварить элементов параллельно, сколько работы, сами понимаете, что из таких элементов собирать гораздо проще. Да и потом обслуживать тоже проще. Вот такое вот видео. Пишите в комментариях, нравится ли вам, когда я делюсь какими-то техническими моментами в тесте. В данном случае я рассказал немножко про некоторые функции зарядного устройства. Я рад каждому, кто смотрит мои видео, ставит жирные лайки, оставляет осознанные комментарии от 5 и более слов. Это позволяет алгоритмам YouTube лучше работать, продвигать видео и канал в целом. А также это очень сильно мотивирует на съемку подобных видео. Сами понимаете, что такие видео тоже довольно трудозатратны. Все свои мысли, которые у вас появились после просмотра этого видео, пишите в комментариях. Я буду очень рад пообщаться. Делитесь обязательно этим видео в соцсетях.
Нужно, чтобы как можно больше людей увидело, какие существуют на рынке современные источники тока, которые можно использовать в электротранспорте, солнечных станциях и так далее. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Увидимся в следующих видео. Всем пока!